Итак, добрый вечер. Как я и обещал, специально для уважаемого мистера P786 снимаю видео о том, что ламинатор находится в рабочем состоянии. Вот я его разогрел до рабочей температуры. Горит зеленый индикатор. Сейчас я покажу температуру с помощью термопара примерную. К сожалению, термопара не очень точно. И замеры делать ей не очень удобно. Сейчас прошу прощения. Вот как мы видим, как раз она в районе 180 градусов. Значит, есть вот такая вот платка. Сейчас покажу то, что все остальные функции рабочие, такие как реверс и прокатка. Это черт. Так. Здесь толщина текстолита примерно 1,5 миллиметра. Вот. Потом покажу текстолит потолще, то, что он его кушает. Так, берем нашу платку и, как видим, она поехала. Горячий. Значит, примерно первый раз 5. Желательно плату прокатывать только в одном направлении, чтобы бумага растянулась на текстолите. После того, как она хорошенько прилипнет, можно уже использовать реверс для ускорения процесса. Раз 5, конечно, может много, я сказал, но раза 3. Так, ну видно, что ламинатор, когда мы помещаем его, текстолит теряет температуру и начинает ее тут же нагнетать до нужной. И, кстати, желательно быть очень осторожным при использовании ламинатора, потому что текстолит реально выходит очень горячим и можно обжечься. Сам не раз обжигал себе кончики пальцев. Значит, можно сейчас замерить примерную температуру. Так, ну, это трудно сделать, потому что валы все время затягивают термопару и толкают ее к холодным валам, поэтому четкие замеры очень трудно сделать. Ну, как видно, температура по-прежнему в районе 180 градусов. Теперь показываю, что можно применять реверс. Вот плата уходит. И чтобы не ждать, пока она полностью пройдет, включаем реверс. Реверс пошел. Ламинатор я использовал немного, поэтому он находится в отличном состоянии. И, как правило, я его использовал по прямому назначению, то бишь, чтобы ламинировать бумагу. Для изготовления платы я пользовался им довольно редко. Раз 5 или 7, точно не помню. Значит,
если разобрать ламинатор, как я говорил, там есть плата управления, которая не требует переделки, там есть сопротивление регулируемое. Если его подкрутить, то температуру можно увеличить до 230-35 градусов. Вот. Что еще? Ну, также есть регулировочные болты, которые позволяют зазор между валами увеличивать, уменьшать. Но я их, честно говоря, даже не использовал, потому что меня и так все устраивало. Температуру он набирает, кстати, очень быстро и держит очень стабильно. Ну, значит, в среднем на прокатку платы где-то 5-10 минут уходит. Вот. Но это при том, что текстолит был предварительно нормально подготовлен. Кстати, желательно лучше не обезжиривать перед использованием текстолита всякими ацетонами и т.д. и т.п. Я обычно протираю только это новым спиртом и зачищаю мелкой-мелкой наждачкой. Вот. Заметил, что почему-то тонер хуже пристает, если протереть его ацетоном перед прокаткой в ламинаторе. Можно, конечно, переделать, но это уже на ваше усмотрение. Ну, меня устраивал он вполне без переделки. Да, конечно, я бы уменьшил скорость прокатки. Вот. Сделал бы автоматический реверс, ну, с памятью длины платы. Ну, это уже так, хотелки. Меня все устраивало и так. Текстолит я особо не готовил, поэтому результат особо гарантировать не могу, да и давненько, честно говоря, не пользовался. Ой-ой-ой, вот отвлекаться нельзя, не забывать про реверс, чтобы плата сохраняла свою температуру. Так, ну вот, не могу сказать, примерно там 5 минут прошло, еще минут 5 покатаем. И, например, если будете делать какие-то платы с мелкими дорожками, типа под корпуса, такие UFP и т.д. и т.п., желательно плату прокатывать все время в одном направлении. Так тоже достигается наиболее лучший результат, я заметил. Ну или менять расположение платы. Не в одном месте вот здесь ее катать, а менять. Просто вот таким вот образом немножко сдвигать. И после того, как откатали рисунок, ну,
Оптимальное время вы определите для себя из своей бумаги, своих материалов, естественно, пробным путем. Тут каких-то стандартных инструкций нет. Желательно не отдирать рисунок на горячую или не кидать в воду, как показывают. Желательно дать платье остыть. После этого бумага очень легко отходит сама. И так гораздо меньше шансов, что вы повредите рисунок. Хотя тонер вроде переносится довольно хорошо. Но опять-таки это все зависит от ваших материалов и от ваших навыков. Ну вот осталось еще примерно 2 минуты до откатки. Откатывал я на нем и двухсторонние платы, вот на текстолите разной толщины. Кстати, корпус весь из металла, что мне нравится, в отличие от пластикового фуфла. Единственное, ну, панелька пластиковая, но без этого никак. Видите? На понижение, на повышение температуры. Да. Да. Алло. Так, ну вот, я думаю, достаточно. Так, ну, ламинатор я выключу. Сейчас подождем, пока плата остынет, пока отмотаю скотч. Плата реально горячая. Так. Ну, показываю результат. Видите. Прошу
вообще не могу. Да что за... Использую-ка я ручной фокус. Что за хрень? Блин, ну, в общем, как видно, рисунок перевелся вполне чисто, без не могу почему-то поймать фокус. Ну ладно, надеюсь, как бы вам этого достаточно. Ну, могу, если что, скинуть фотки этой платы.